Друзья, я не устаю их готовить, только мука и кипяток. Это лучше, чем чебуреки и лучше, чем пицца. У меня здесь 500 грамм муки, полкилограмма. Я добавляю в муку чайную ложку соли, хорошо перемешиваю. Мы сейчас с вами приготовим самое удачное тесто на кипятке, только мука и кипяток. Вы будете в восторге, тесто универсальное. Когда-то очень давно я нашла рецепт этого теста в интернете и с тех пор постоянно использую его для приготовления чебуреков, лепешек и другой вкуснейшей выпечки. Мне понадобится 300 мл кипятка, я только что вскипятила чайник, это крутой кипяток. Отмеряю кипяток и вливаю в муку с солью. Сюда же вливаю 30 мл растительного масла. Это тесто готовится без яиц, оно очень простое по составу, но просто шикарное в работе и очень-очень вкусное получается. Чебуреки из такого теста получаются хрустящие, пупырчатые, с такой великолепной хрустящей корочкой, друзья, просто пальчики оближешь. Перемешиваем муку с кипятком, с растительным маслом, с солью, сначала вилочкой, ложечкой, потому что тесто очень горячее от кипятка, и когда только вы сможете взять его в руки, замешиваем его руками. Месить долго очень не нужно, буквально минут 5-7 будет достаточно, чтобы ингредиенты хорошо объединились. Можете замесить тесто в миске, а можете домесить его на столе, как вам удобнее. Теперь кладем тесто в пакетик и оставляем буквально на 10-15 минут, а в это время мы с вами приготовим вкуснейшую начинку для наших чебуреков. Репчатую луковицу разрезаю пополам, а затем мелко нарезаю. Друзья, вы тоже плачете, когда режете лук? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Лично я всегда рыдаю. Смотрите, мы с вами достаточно мелко порезали лучок, вы можете дополнительно его измельчить ножом, но это не обязательно. Вот таким вот образом измельчаем его мелко-мелко. Лук хорошо прожарится, протушится и совершенно не будет чувствоваться. Даже если вы не любите лук, обязательно добавляйте его в начинку, потому что он придает невероятную сочность и аромат. Я разогрела сковороду с растительным маслом, отправляю лук и обжариваю пару минут до мягкости. Когда лук немного обжарится, добавляю 300 грамм мясного фарша. Фарш можете брать любой – куриный, говяжий, свиной – это не имеет значения. Берите тот, который вы больше любите. А пока обжаривается фарш, мы с вами нарежем овощи. Беру болгарский перчик, разрезаю пополам и удаляю плодоножку с семенами. А перец нарежу маленькими кубиками. Любимые мои, поделитесь, пожалуйста, из какой страны вы меня смотрите. Я очень рада поближе познакомиться с каждым из вас и всегда, как ребенок, радуюсь вашим теплым комментариям. Лук с фаршем уже прекрасно обжарились, добавляем по вкусу соль. И, конечно же, перец. Вы можете добавить какие-то еще приправы на ваш вкус, но я считаю, что в этом рецепте соли и перца вполне достаточно. Получится очень вкусно. Сюда же отправляю болгарский перчик. Также предлагаю добавить немного зеленого лучка, он тоже придаст цвета, сочности и аромата. Нарезаю зеленый лук. А особую пикантность придаст зубчик чеснока. Беру чеснок, у меня есть вот такой любимый гаджет, раздавливаю чесночок. Я просто обожаю чеснок, добавляю его во все блюда, ну разве что кроме яблочного пирога. Отправляю чеснок в сковороду, хорошо перемешиваю. Аромат стоит просто потрясающий. Тем временем нарежем одну небольшую помидорку, вырезаем плодоножку и нарезаем помидор сначала ломтиками, а затем маленькими кубиками. Главное, чтобы кусочки помидора не были слишком крупными. Так начинка получится вкуснее. Помидоры нарезали. Отправляем помидоры к фаршу. Перемешаем. Потушите помидоры с фаршем около 5 минут.
Наше тесто уже отдохнуло. Отдохнувшее и помолодевшее тесто достаем из пакетика. Коврик или стол немного посыпаем мукой. Выкладываем тесто и делим его на две части. Вот так. Каждую половинку теста немного подкатываем и нарезаем на кусочки. Друзья, а что вы больше любите? Чебуреки, пиццу или жареные пирожки с картошкой, мясом и капустой? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, расскажите о ваших предпочтениях. Мне очень интересно узнать вас поближе. У меня получилось 8 кусочков. Вы можете сделать кусочки побольше или поменьше, в зависимости от того, какого размера вы хотите получить готовую лепешку, готовый чебурек. Теперь нам нужно подкатать каждый кусочек теста вот в такой симпатичный шарик. Все делается очень быстро и легко, просто повторяйте за мной. Все готово, друзья. Накрываем шарики теста пищевой пленкой или обычным целлофановым пакетиком. Это нужно для того, чтобы тесто не заветрилось, то есть чтобы на тесте не образовалась такая корочка, которая потом будет мешать при раскатывании, при лепке. И если эта корочка образуется, то при жарке может вытекать сок, и за счет этого масло будет сильно брызгаться. И не забываем, что на плите у нас готовится начинка, жарится фарш с помидорами. Посмотрите, он прекрасно обжарился. Добавляем к нему зеленый лук, перемешиваем, начинка полностью готова. Давайте переложим начинку на тарелочку, чтобы она быстрее остыла. Только посмотрите, какая красота, сколько ярких красок. Друзья, аромат стоит просто потрясающий. Начинка на вкус бесподобная. Пальчики оближешь. А тем временем мы с вами берем кусочек теста, подпыляем стол мукой и тоненько раскатываем тесто в тонкую лепешку. Любимые мои, если вы хотите меня поддержать, если вам нравятся мои видео, пожалуйста, делитесь этим видео с вашими друзьями и подружками, с вашими близкими в соцсетях. Я буду вам очень благодарна, а также таким способом вы сохраните этот рецепт на своей страничке и всегда сможете вернуться к нему и приготовить в любое время. Как я уже говорила, сегодня у нас чебуреки, но необычные, поэтому для одного чебурека нам понадобится раскатать 2 таких лепешки. Чебурек получится очень большой, как такая мини-пицца. То есть вместо того, чтобы лепить 2 чебурека, мы с вами лепим 1 большой чебурек на всю сковородку с невероятно вкусной, сочной начинкой. Все готово, тесто мы с вами раскатали, посмотрите, оно просто шикарное в работе, легко раскатывается, можете немножечко подпылять его мукой по мере необходимости, с ним очень удобно работать и оно получается вкуснейшее. И вообще, я уже перепробовала многие виды теста, и тесто на кипятке мое самое любимое. Начинка уже немного остыла, беру ложечку начинки и выкладываю на лепешку, в серединку. На один чебурек помещается 2 или 3 столовых ложки такой начинки. Складите столько начинки, сколько мяса вы потом хотите увидеть внутри в готовом чебуреке. Так, накрываем второй лепешкой и вот так хорошенечко проходимся пальчиками по краю, чтобы хорошо соединить края 2 лепешек, чтобы ни капельки сока не вытекало. И для надежности и еще большей красоты можете сделать вот такую косичку вокруг чебурека. Получается очень красивый узор, как на варениках, и он также будет виден в готовом чебуреке, будет смотреться очень аппетитно и очень красиво. Посмотрите, какой красивый чебурек получился. Ставим разогреваться сковороду с растительным маслом. Как известно, чем больше масла, тем проще будет пожарить чебуреки, но количество масла можете использовать по вашему усмотрению. Обжариваем чебурек до румяности с одной стороны. Огонь сделайте средний, умеренный, чтобы чебурек жарился, но не горел. А в это время мы с вами раскатаем еще одну лепешку и слепим еще один чебурек. Выкладываем начинку.
Накрываем второй лепешкой. Хорошенько защипываем края. Можно пройтись по краю вилочкой. Вилка тоже прекрасно защипывает край и ничего не будет вытекать. Вы даже можете оставить такой рисунок, просто пройдясь вилочкой. А можете сделать такой рисунок, как предлагаю я, защипать край красивой веревочкой. Так, наш чебурек первый уже обжарился, только посмотрите, какая шикарная лепешечка получилась, такая хрустящая, аппетитная корочка, невероятно вкусно, друзья. И отправляем жариться второй чебурек, который мы с вами только что слепили. Таким образом, лепим все чебуреки, пока не налепим, и жарим, пока не пожарим. Дорогие мои, только посмотрите, какая вкуснятина получилась. Целая стопка вкуснейших чебуреков, и это точно лучше, чем пицца. Обязательно приготовьте, я от души вам рекомендую приготовить этот рецепт. Я просто уверена, что он займет достойное место в вашей кулинарной тетрадке, и вы будете часто его готовить вместо чебуреков. Давайте разрежем одну лепешку и посмотрим на ее богатый внутренний мир. Вкусная, аппетитная, золотистая, хрустящая корочка, а внутри много вкуснейшей, сочной мясной начинки, много овощей, сочетание специй, овощей и хрустящей корочки просто великолепное. Это лучше, чем чебуреки, и лучше, чем пицца, друзья. Обязательно приготовьте и пишите ваши комментарии. Я искренне радуюсь вашим теплым словам и благодарю каждого из вас от всей души. Конечно, кто-то пишет и критику, и замечания, не без этого. Всегда будут те, кто предпочитают критиковать и ничего не делать, а другие просто берут продукты, сохраняют рецепты и готовят на своей кухне прекрасные вкусные блюда, радуют свою семью, своих близких. В такой семье всегда будет мир, уют, радость и счастье. Друзья, чего я вам от всей души желаю. Готовьте, делитесь рецептом с друзьями. А я прощаюсь с вами. До новых вкусных рецептов. С вами была Олеся на канале Готовим дома. Пока-пока и скоро увидимся. Приготовь, поделись, подпишись.